Ребят, всем большой привет, на канале. Вот, я сегодня решил записать вам такой видосик, ну, не знаю, может быть, немножко не по теме, но все же. Вы знаете, у меня тут посетила меня такая мысль, а что будет, если, допустим, я положу на полочку свой iPhone, вот этот вот, да, у меня iPhone 10R, и перейду полностью на кнопочный телефон. Вы знаете, у меня завалялся кнопочный телефон Philips E185. Вот, и я решил для себя сделать такой, знаете, челлендж. Я не знаю, сейчас в интернете эти челленджи все вот так вот, все кишит этими челленджами. Вот, и я решил для себя тоже такое сделать, челлендж. Вообще челлендж это, ну как вам сказать, это испытание, да, вот типа испытания. Но сейчас придумали такое модное слово челлендж. Ладно, ребят, я, короче, взял телефончик, который называется Philips E, значит, 185, вот он, смотрите, вот Philips E185, и решил на сутки, короче, перейти на этот телефон. Ну, так, поднастроил его там туда-сюда, контакты и так далее, и перешел на сутки на этот телефон. Что получилось с этого, я вам расскажу чуть позже. А перешел я вот с этого телефона. Телефон у меня, значит, сейчас я вам скажу, iPhone. Вот, смотрите, вот iPhone 10R. Если вы мне не верите, я сейчас зайду в настройки. Так, основные об устройстве. Да, вот, смотрите, вот здесь вот на экране написано, надеюсь, вам видно. А вот в самом верху, видите, написано iPhone 10R. Да. Здесь у меня на этом айфоне там картинки, там всякая фигня и так далее, и так далее. Я, короче, положил этот iPhone на полочку и взял, значит, вот этот вот 10R. Ой, какой 10R? Взял вот этот вот Philips и сутки ходил с этим Philips. Здесь на этом телефоне нету практически интернета, да. Здесь в основном звонить и так далее, и так далее. Звонить, смс-ки отправлять, ну и все, в принципе, да. А вот я настроил там будильничек, настроил органайзер, что там я поднастроил, вбил телефонные номера, потому что по-другому никак нельзя, короче, внести туда, ну, телефонные номера. В некоторых телефонах можно, допустим, там экспортировал в определенный файл и потом залил, и все. И ты пользуешься телефонной книжкой. Здесь этого нельзя сделать. Вот, так что вот так вот. Рингтоны здесь на звонке меняются вот в том телефоне, вот на вот этом вот, на Филипсе. Вот. А на СМС нельзя ничего, короче, поменять. Так что вот так вот, ребят. И я, значит, ребят, ходил где-то недельку. Ой, ну, не недельку, где-то день. Я вот для себя время определил, допустим, вот сегодня, допустим, 13:00 я начинаю это испытание, вот, завтра в 13:00 я заканчиваю это испытание, так что вот так вот. Вот, чем это испытание закончилось, я расскажу чуть позже, а для начала давайте мы с вами посмотрим, сколько же стоит, ребят, значит, вот этот вот Philips. Давайте зайдем, допустим, в какой-нибудь магазинчик, да, и посмотрим. Ну, давайте зайдем в DNS, допустим, DNS, смотрим, где у нас, нет, это не то. Давайте зайдем в DNS, ага, все, смотрим, так, DNS, вот у нас открылась страничка, давайте зайдем, вот, сколько стоит этот телефончик. Так, DNS. У нас здесь, значит, интернетик слабоватый, но ничего. Мы держимся изо всех сил. Давайте посмотрим, сколько стоит Philips этот. Давайте, знаете, как сделаем? Мы с вами, значит, включим картинки. Смартфоны. Не, нам, наверное, не смартфоны надо. Нам, наверное, надо какие-нибудь другие гаджеты. Ну, давайте. Так, смартфоны, вот, сотовый телефон. Давайте зайдемте вот в эту рубрику сотовые телефоны, ага, и здесь посмотрим, допустим, компания Philips, ага,
Вот, компания Philips выпускает у нас очень-очень много телефонов всяких разных. И мы давайте по емкости батареи посмотрим, что да как. Вот в том телефоне, вот в этом вот, в Philips, да, здесь 3100 мАч батарейка. Это жесть какая-то, я вам серьезно говорю. Вот, смотрите, 3100 здесь, и это хорошо. Вот, смотрим. Значит, Philips E185. Смотрите, E185. У нас E180, а это E185. Вот, значит, этот телефончик, но это чуть старшая модель, но нас интересует цена. Смотрите, этот телефончик стоит, ну, грубо говоря, 3000. Да, он стоит 3000. Ну, хорошо, ладно, давайте теперь посмотрим какой-нибудь дорогой айфончик. Вот, запомнили, да, сколько этот телефон стоит по цене? 3000 рублей. Так, долго грузится интернет, что-то какие-то жесткие просадки. Так, смартфоны и гаджеты. Ага, все, отлично, смартфоны. И сейчас мы посмотрим, сколько стоит iPhone. iPhone, смотрим. Давайте выберем компанию Apple. Ага, вот она, компания Apple. Все, погнали. Ага. И смотрим, ребят, самый дешевый iPhone сколько стоит? Смотрите, самый дешевый iPhone стоит 40 тысяч. Да, 40 тысяч, но вот этот вот мой 10R, он примерно плюс-минус, ну, наверное, как, ну, я не знаю. Так, давайте посмотрим, SE. Ну, не знаю, сложно сказать. Ну, вот, смотрите, смартфон iPhone 10R, 64 гигабайта. Вот, как раз вот это он и есть. Да, отлично. Смотрите, мы его и нашли еще. Вот, только у меня цвет, у меня вот такой, вот такого цвета. Да, вот сейчас я даже вам покажу, какого цвета он у меня. Сейчас я его расчехлю. Вот, цвета задника у него, видите, вот такой вот. Угу. Так, вот, это именно он. Смотрите, iPhone стоит 48 тысяч. То есть тот Philips стоил, значит, у нас 3000, а вот этот вот iPhone стоит 48 тысяч. Офигеть, да, ребят? Ребят, к чему я это все вам рассказывал и показывал? Я это рассказывал и показывал к тому, что, вы знаете, я сутки пользовался вот этим Philips'ом, вот этим Philips'ом, и, честно говоря, вы знаете, мне понравилось. Вы не поверите, но серьезно, мне понравилось. Что мне понравилось? Мне понравилось то, что этот телефон не перегружен. Он не перегружен всякой фигнёю и всякой херней, которую мы пихаем вот в эти гаджеты, вот в эти телефоны и так далее. Мы же сюда, ребят, все подряд пихаем. Вот какая программа вышла, мы ее пихаем. Какая программа вышла, мы ее пихаем. Постоянно какие-то обновления, Обновление вышло, мы обновляем. Обновление программ вышло, мы обновляем. Плюс мы начинаем загружать эти телефоны всяческими играми. Мы грузим эти игры тоннами. Вот. Кто такой жесткий игроман, он, короче, начинает играть в эти игры. Телефон начинает сажаться, он начинает психовать. Ищет розетку, где бы подзарядиться, потому что он там уже час качает кого-то, там прокачивает персонажа. Потом что? Мы смотрим эти бесконечные фильмы, эти сериалы, хорошие сериалы, плохие сериалы. Мы, когда нам нечем заняться, начинаем смотреть фильмы, начинаем играть в компьютерные игры, начинаем просто, такое есть понятие, убивать время. Ребят, просто убивать время вообще. Это, вот это выражение, знаете, это просто жесть какая-то на самом деле. Вот. Почему жесть? Потому что время — это единственный ресурс в нашей жизни, который не восполняется. Да? А мы его убиваем. Мы убиваем время. Это вообще, я не знаю, это нормально или нет? Я фиг его знаю. Вот, я считаю, это, по крайней мере, ненормально. И мы постоянно держим в руках вот эти вот гаджеты, вот эти вот всяческие айфоны, всяческие Android телефоны. Мы их просто не выпускаем из рук. Я вот тут был в больнице, вы знаете, я вообще угорел.
Пришел, короче, к врачу на прием. Ну, естественно, у нас в последнее время очень сложно с этим. Ну, вообще, во всем мире очень сложно с этим. Пришел, занял очередь. Сидит, сколько? 13 человек. А я же, у меня же челлендж, я вот с этим телефоном, да? Вот, и что? И там же ничего нету в нем. Это звонилка, там позвонить, отправить смс и все. Я сел, сложил вот так вот лапки и сижу, жду своей очереди. И мне интересно стало понаблюдать за людьми. Вот, я сижу и смотрю, посчитал, сколько людей. Сидит 13 человек, ребят. 13 человек сидит. Вот. Из 13 человек, вот вдумайтесь, из 13 человек 9 человек сидят в телефонах. 9 человек берут вот это. Вот они сели. Вот они заняли очередь. Если можно было по телефону занять очередь, они бы заняли, но все уже к этому идет. Вот. Они пришли, заняли очередь, сели, достали гаджет этот, да, и уткнулись, ребят. Уткнулись в этот гаджет. И что-то там смотрят, короче. Вот. 9 человек из 13. Вот. Это, я не знаю, сколько в процентной составляющей, ну, фиг его знает. Может быть, процентов 70-80, а может, я ошибаюсь. Вот, уткнулись в эти гаджеты. Что они там делают? А что они делают? Я как-то раз проходил, вот, и сидело 4 человека, и все 4 человека сидели в ТикТоке. Вот, и смотрели вот эти видосы. Знаете, как это выглядело? Это выглядело вот так вот. Он, значит, сидит, и он вот так вот листает вот это вот все. Листает. Вот, а иногда бывает, знаете, вот тут, допустим, в курилке сидят, вот так вот смотрят, и сигарету в руках держат, да, и это самое. И до такой степени они это уткнулись в это вот это вот говно, что это самое, у них сигареты уже пальцы обжигают. Я наблюдал такое. Так что вот так вот. Ну и я, ребят, короче, отложил это на сутки. Вот это вот все безобразие. Вот. И с этим безобразием сутки ходил. Вот с вот этим безобразием. И вы знаете, что я понял для себя? Я понял, что у меня, ребят, больше появилось времени. Серьезно я вам говорю. Больше времени появилось. Я не тыкаюсь постоянно вот в это вот все говно. Я не тыкаюсь в него. Я не проверяю почту каждые 5 минут. Я не проверяю WhatsApp каждые 5 минут. Я не проверяю Telegram каждые 5 минут. Я не загружаю никакие игры. Я вообще не держу в руках вот это. Понимаете? Вот. Если мне надо, то есть я достал вот этот вот телефон. Я его разблокировал, я отправил смс или позвонил, пообщался, поговорил, все, положил его в сторонку. Вот, ребят, и вы знаете, к чему я пришел, к какому выводу? Мне очень понравилось, серьезно. У меня даже, вот челлендж сегодня закончился, у меня даже такое чувство появилось, что я стал немножко свободнее. Что я немножко свободнее стал от вот этих электронных девайсов, которые засирают нам мозги. Этих девайсов становится слишком много. Их просто очень-очень много, понимаете? И человеческий мозг, он постоянно загружен. Мало того, что он загружен там какими-то делами там на работе, допустим, там семейные какие-то проблемы, здоровье или еще что-то. Так еще плюс вот эти все гаджеты электронные, плюс телефоны, смарт-часы, всякие шлемы виртуальной реальности. Шлемы виртуальной реальности это вообще очень страшная вещь. А вот плюс, я не знаю, там какие-то электронные книги, там еще какая-то фигня и так далее, и так далее. И в конечном итоге, я так думаю, ребят, это все вот эти гаджеты нас поработят. Да, и они захватят мир. Ребят, я продолжу дальше носить вот этот вот телефон. И знаете почему? Да, потому что у меня больше времени. У меня больше времени просто взять, почитать обычную книжку. Да, сесть на кресло, налить себе кофе, чай, открыть просто
книжку и почитать ее. Больше времени. У меня больше времени с этим девайсом на общение. Серьезно, на общение с родителями, на общение с семьей, на общение с коллегами, друзьями и так далее. Я просто понял для себя, что это вообще пипец. Вот эти вот смартфоны, они просто сжирают наше время. Просто сжирают вот это вот, сжирает это все. Да, здесь вот в этих смартфонах очень много всяческих удобных вещей есть. Но, допустим, эти вещи разовые, допустим, какой-то платеж сделать и так далее, допустим, что-то удобно сделать с компьютера, да, а что-то удобно, допустим, с девайса сделать, с такого, да, и, допустим, я сегодня занимался этим, я, допустим, взял этот девайс, подключил к Wi-Fi, вот у нас дома Wi-Fi, я подключил, вышел в интернет, буквально там 3-4 минуты, все платежи сделал, да, отключился от Wi-Fi и положил его на полку. Да, ребят, вот так вот. Вот. Так что вот так вот, ребят, подумайте насчет этого девайса, вообще насчет этих девайсов, вот этих электронных, вот, и попробуйте сделать тоже такой челлендж, и последите за собой. Вот. А знаете еще, что я заметил? Я вот когда был в больнице, и там люди общались, разговаривали о чем-то, ну, те люди, которые не сидели в телефоне. И вы знаете, я когда смотрел на них, мне даже показалось, что они немножко счастливее, чем есть. Мне кажется, эти девайсы, они крадут наше счастье. Вот. Так что пришел к такому выводу я. Не только счастье, но и наше время крадут. Так что вот так вот, ребят. Ну, ребят, такое получилось видео. Я не знаю, понравилось вам или нет. Если понравилось, пишите комментарии. Если у вас какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, пишите эти мысли свои в комментариях. А я заканчиваю этот видосик. А вот сейчас я его смонтирую, вот, и выложу на 2 канала. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. Я жду вас.